Привет, друзья мои! Сегодня 2 мая. Выставил все свои растюхи на лоджию. Они у меня сейчас проходят закалку. Вот этот мой тугодумчик, который начал немножко вять, но я его пока оставил. Вот в таких условиях. Корешки пошли, но почему-то побежек начал немножко усыхать, но пошел молодой листик. Поэтому его я пока оставлю здесь. Посмотрим, что нынче в лоджии творится. Вот такой у меня палисадник. Значит, здесь показывает сколько? Ну, градусов, наверное, 19. Ну, нормально. Все, они себя чувствуют комфортно. Сейчас я буду очередной полив делать. По прошлому видео просили показать поподробнее, как я поливаю. Ну, покажу. Почему бы нет. Извиняюсь за беспорядок. Лоджия такая экстремальная. Потом, когда все эти растюхи поубираю, сделаю порядок, конечно. Так что сейчас буду их, вот эти вот контейнеры, доставать отсюда, потому что поливать не очень удобно. Ну, благо это раз в неделю происходит, поэтому не так критично. Так, ну вот, у меня такая баклажечка, вода отстоянная. Значит, сейчас, вот, уже стаканчики очень легенькие. Там уже влаги почти нет. Спрашивали, сколько воды лить. Хрен его знает сколько, если честно. Лью вот так примерно. С одной стороны. Вода пошла. А вот с этой стороны она, кстати, еще и не дошла. Поэтому сейчас буду делать со второй стороны. Она уже там на часть растюхах впиталась. В общем, буду делать с этой стороны, по центру. Все это буквально на глазок. Ну и с этой стороны. Главное, чтобы вода не застаивалась. Вот она уже и посередине, и по краям везде есть. Вот. Там уже водичка стоит. Сейчас подождем, она остаток впитает. В принципе, все этого достаточно. Буквально у меня на этот контейнер ушло, наверное, меньше литра. Все, оно сосет через корни снизу. Там у меня есть отверстие, и все это впитается. Если вдруг получилось лишнее, если вот в течение часа не будет уходить, если много воды, ну лучше потом аккуратно слить. Если более-менее, то в принципе вода эта вся испарится сама. Если корни не возьмут, то в принципе путем испарения оно буквально через день все уйдет. Ну вот есть у меня тут в таком ведерке беспризорное. Ну то же самое, буквально на дно немножечко наливаю и смотрю, как оно будет впитываться. Вот. Потиху всасывает, уходит, уходит, уходит. И буду смотреть, насколько оно интенсивно уходит. Как только оно перестанет уходить, все достаточно. Сейчас оно нормально взяло. Я думаю, можно еще чуть-чуть будет подлить. Ну вот, посмотрим. Вот оно уже тяжелеет. Корни начинают напитывать это все. Ну вот, подождем буквально пару минут. Ну, возможно, и достаточно. Вот сверху, если посмотреть. Ну вот там чуть-чуть на дне воды. Ничего страшного. Она постепенно куда-нибудь. В принципе, вот все, там уже пусто. Я еще буквально для профилактики еще совсем чуть-чуть капну. Буквально еще 50 грамм каких-нибудь. Ну все. Вот сейчас точно достаточно. Оно через 5 минут, я думаю, все всосет. Если там миллиметр воды останется, ничего страшного абсолютно. Так, с этим разобрались. Есть у меня еще вот такой вот контейнерчик. Ну, сюда то же самое, как и в тот пластиковый контейнер. Здесь, правда, все попроще. Буквально с одной стороны можно влить. Этого достаточно будет. Все, оно распределяется. И вода уходит. Корневая начинает этим питаться. Ну, возможно, еще чуть-чуть. Да, еще чуть-чуть льну. Самая малость. Все.
предостаточно. Вот поднимаю, уже он увесистый такой контейнерчик становится. Вот в таком у меня еще виде есть. Можно, в принципе, прямо сюда линуть, но расход воды просто будет большой. Можно сделать так. Вот у меня есть такая чаша. Я вот сюда прямо налью. И вот по одному можно, в принципе, опускать. Если растений немного, то, в принципе, тоже хороший вариант. Все, поставил. Оно сколько надо возьмет в себя. Тут, кстати, можно даже не жалеюще лить много. Как только оно перестанет всасываться, мы его отсюда вынимем и поставим на место. Ну вот, он у меня напитался. Вот давайте сравним, да? Не знаю, камера передаст или нет. По влажности видно или нет, что насколько стало влажным. Вода поднялась. Может, не до середины контейнера, но 1/3 тоже точно заполнена. Вот этот еще пока пустой. Вот тоже его сюда ставим. А этот ставим уже на место. Все, у нас саженцы политы. И вот так вот, так как у нас вегетационная масса уже большая, качает много влаги, раз в неделю у меня, получается, происходит полив. Вот на этом этапе. Лишние побеги я поудалял, все у меня идет по одному побегу. Ну вот в одном из контейнеров видно, что водичка уже вся всосалась. Там буквально на дне буквально полмиллиметра, наверное. И там есть отсек для лишнего стока воды. Вот буквально там вода только стоит. Так, в принципе, все нормально, все взяло, лишнего ничего нет. Вот очередной подарок. Это от Виталия из группы «Подарок не святая». Этому саженцу уже 2-й годик, так что вот у меня еще на 1 сорт прибавилось. Почки начали надуваться. Хранился он в подвале. Так что вон, я смотрю, даже пасока уже пошла, сокодвижение в полном объеме. Ну, в общем, оно стояло в подвале холодном, в темноте. И вот только-только я его выставил на солнце. Это у него оно стояло в темноте, а я уже тут поставил, чтобы началась вегетация. Ну, в общем, полил, я это все удовольствие вернул назад. Так что неделю можно не дергаться, не беспокоиться. Единственное, контролировать окном температуру, чтобы сильно холодно не было. Ну, в принципе, здесь температура более-менее нормальная. Так что на этом все. Кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.